Приветствую вас, ребята! У нас новый проект. На этот раз тоже будет Гелендваген, но не такой, как вы всегда привыкли видеть. Я уже читал ваши комментарии, вы пишете мне одно и то же, что Саша, сколько можно одни и те же гелики, давай что-то новое. Ребята, я вам всем уже объяснял, что я не блогер, мы просто показываем работы нашей фирмы. Это такая себе реклама. То есть мы не строим проекты для YouTube. Вот это вот запомните, это самое важное. Значит, на этот раз мы будем пилить, резать, строить гелик новый, 2022 года, Г63, просто в прекрасном цвете. Давайте его посмотрим со всех сторон, а потом я расскажу, что же мы будем с ним делать. Да, ребята, сейчас я уже точно вам могу сказать, что мы достигли какого-то уровня, что к нам начали с Америки привозить новые автомобили и в такое тяжелое время для нашей страны. Сейчас я, конечно же, скажу спасибо нашим клиентам за доверие. Что мы будем делать с этим автомобилем? Давайте я вам расскажу. Изначально мы его сделаем 4 на 4 в квадрате. Очень не спеша, аккуратно, без ошибок. Немецкие порталы у нас, они уже лежат. Косозубые шестерни и так далее. Ну, короче, современные порталы. Они устанавливаются на заводскую подвеску. Вы знаете, что впереди здесь нету моста. Здесь абсолютно другая подвеска, чем у старого кузова. Есть инструкция. Мы очень аккуратно, не спеша будем устанавливать, чтобы нигде никакую ошибку не допустить. Диски. Диски мы, конечно же, попробуем 18 установить и 37 резину. Но посмотрим. Здесь тормоза 63 здоровенные. По вылету диска тоже здесь очень аккуратно надо померить так, чтобы и не затирало оба элементы подвески колесо и не торчало сильно колесо наружу. Это очень важно. Ну, я к таким деталям очень щепетильно отношусь, потому что если бездумно делать, как есть такие проекты, я видел и в Дубае, да, расширитель арки огромный, плюс колесо еще торчит сантиметров, ну, 7-8 на улицу. Потом я видел в Англии такой автомобиль ездит, да, колеса очень сильно торчат. И скорее всего, что это мои колеса, когда-то у нас покупал человек. И даже не задавал вопросы, какой вылет и так далее. Я спрашиваю, это на обычный гелик или на порталы? Ты мне дай диски и все, тебя не должно ничего беспокоить. Ну, я продал, а потом вижу, вроде как мои диски на том гелике стоят. Там вылет просто сумасшедший на улицу. То есть пол колеса торчит на улицу за широченные арки. Не за такие, а уже широченные. То есть здесь мы очень аккуратно подойдем к этому вопросу. Идем дальше. Те самые расширители арок. Значит, вы знаете, что вышел оригинальный 4 на 4 в квадрате. У него такой расширитель плюс маленький расширитель карбоновый. Честно говоря, ну как-то мне не очень нравится. Вы обязательно, я вас очень прошу, обязательно напишите комментарий, нравится вам расширосы нового гелика или нет. И еще вопрос по козырьку. На оригинальном гелике 4 на 4 на новом тоже козырек уже другого стиля, не такой, как в старом. Ну тоже как-то, ну не могу я прижиться к этому козырьку, как-то смотрю на него, ну совсем мне не нравится, ну абсолютно не нравится. Жду ваши комментарии. Did so, I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that what goes around comes back around. What goes around comes back around.
Какие наши планы? Мы хотим поставить сюда расширители со старого гелика, подогнать их из стеклопластика. Уже когда автомобиль будет на колесах, полностью те, которые будут здесь постоянно. Вылет уже подберем максимально глубоко, чтобы он не был широченным таким. Ну, то есть этот автомобиль шире сантиметров, я там точно не знаю, 13 или 15 от старого кузова. Плюс еще дай ему порталы, плюс колеса, вынос сумасшедший. И это такой себе таракан будет. Ну или не таракан, а паук. Машина в центре и по бокам щупальца вот эти ножки. Но это не будет неправильно и некрасиво. То есть мы хотим подогнать все очень миниатюрно, притирочку. И хочу с вами посоветоваться. Я сейчас вам вставлю фотографии, значит, как выглядит новый Гелендваген. По-моему, это где-то в Японии делали такую тачку. Поставили расширители арок. Или даже в Китае. Поставили расширители арок со старого, подогнали. Ну, все очень симпатично смотрится. То есть, ну, как будто это все заводское. И поставлю то, что делают еще по миру расширители. Ну, как-то они мне, ну, тоже, ну, совсем, ну, вот как не сходятся они с этим автомобилем. Тоже прокомментируйте, хорошо? Я вставляю все 3 вида арок. Жду ваши комментарии. Ребята, переехал специально на солнышко, чтобы вы посмотрели на этот цвет. Это считается современный, красивый, шикарный, дорогой цвет. Кстати, в таком же цвете у нас будет XLP. Или уже есть, я не знаю, когда это видео выйдет. Но XLP, наш пикап, где-то вот-вот уже будет краситься. На этом автомобиле стоят диски 23 ВОСен. Очень красивый рисунок. Я думаю, что они облегченные. Очень хорошо стоят по арке. То есть вынос у них, ну, прям идеальный под гелик. Они, кстати, будут продаваться. Я у клиента нашего спрошу цену на эти диски. Я их померяю на старый кузов гелика, поставлю, может, на свой автомобиль. Посмотрим, как это будет выглядеть. Я все это буду выкладывать в Инстаграме. Вот здесь мой Инстаграм, вы подписывайтесь и следите. В Инстаграме у нас всегда намного раньше вы можете посмотреть, какие у нас работы и более детально, что мы делаем. Ну и по цене, по дискам, если кому-то они интересны, я тоже дам знать в Инстаграме. Но это еще не все из самого вкусного на данном автомобиле. Здесь стоит просто шедевральный выхлоп Акрапович. Пацаны, я вам так скажу, что ну просто ты таешь от этого звука. Спорт Плюс включаешь, выхлоп просто шедевральный. Ты едешь, она какие-то перегазовки на Спорт Плюсе делает, там перекидывает передачи, какие-то хлопки, прострелы и так далее. Давайте я заведу тачку и покажу вам, как же круто звучит Г63, новый кузов на Спорт Плюсе и выхлоп Акрапович. Включаем Спорт Плюс. Слышите, как звук поменялся? И подкинем газку. Давайте чуть-чуть больше. Пацаны, ну это просто кайф. Ну не знаю, для меня выхлоп это очень важно. Ну прям очень важно в автомобиле. Я вообще, когда покупаю тачки, мне важно внешний вид, чтобы она была очень красивая машина, да, и цвет очень красивый, ну, как я люблю. Потом мне очень важно, ну, наверное, салон, потом выхлоп, потом музыка, а потом только мощность. В этой тачке все это есть то, что мне нужно. Но единственное, что она очень дорогая. Ну а сейчас, ребята, я вам хочу показать салон. Если вам интересно мое мнение, то я вам скажу очень коротко. Он просто прекрасный. А потом я сяду за руль, проедемся. Я вам очень коротко расскажу свои ощущения в этом автомобиле и сравню его со старым Гелендвагеном. Все будет очень коротко. Ну и потом мы продолжим. Чем же закончится наш проект?
Первое, что я хочу сделать, это, конечно же, перевести в Sport Plus. И сразу же ощутить этот прекрасный выхлоп. Я уже говорил, что здесь Акрапович стоит. Пацаны, это звук. Эту машину просто уже нужно покупать только из-за того, что здесь прекрасный выхлоп с завода. А еще плюс, когда ты подсыпешь немножко денег, какой-то Брабус выхлоп поставишь, или Акрапович, или еще какой-либо. Ну, это просто шедевр. Давайте чуть поднакинем газку, а потом скинем его, и будут шикарные прострелы. Хорошо. Блин, это, пацаны, шедевр. Вы знаете, есть люди, которые как-то оценивают по-своему автомобили. Говорят, тот плохой автомобиль, этот хороший. Там, допустим, Lexus классная тачка, потому что она там не ломается, долго служит. А гелик плохой, потому что его нужно обслуживать, там сыпется. Ну, немецкие автомобили сейчас, ну, вы знаете, они уже не такие, как когда-то были. Но я скажу по-другому. Наверное, автомобилей нету плохих, а есть просто скучные автомобили. К примеру, как лично для меня, Lexus это простой, хороший автомобиль. Там на каждый день минимум проблем с ним. А есть Гелендваген, который ты покупаешь, и твоя жизнь уже точно скучной не будет. Ты в него садишься и уже кайфуешь от салона. Он здесь просто прекрасный. Внешне это просто царь и бог. Если он в 63-м обвесе, это уже красавчик. А дай ему какой-то обвес Brabus Weight-Star, это уже пушка, просто пушка тачка. Но обязательно должен быть выхлоп. Вы все знаете, я думаю, что самый привлекательный внедорожник, но это только гелик. Ну, согласитесь, если вы со мной не согласны, напишите об этом в комментарии. Возможно, вы скажете Lexus 570 там просто, ну, вы же понимаете, он и рядом не стоит. Да, тачка хорошая, но, на мой взгляд, она скучноватая. Красота, пацаны. Вот это класс. Давайте окно откроем, чтобы было слышно. Здесь нужно еще выбирать дорогу, потому что, чтобы было широко, автомобиля там 500, по-моему, 80 лошадей. Он, честно говоря, идет в бокс, ребята. Руль надо держать двумя руками, когда ты подкидываешь. Блин, как же он рычит. Давайте здесь еще подкинем. Ребята, я честно вам скажу, на более эмоциональном автомобиле я еще не ездил. Это просто кайф, вот просто кайфище. Но за это нужно заплатить, ну, наверное, около 250-270 тысяч долларов. На сегодня такой автомобиль стоит. По дискам, ну, я вам скажу так, что я ощущаю слегка жесткость от того, что резина не балансирует вот эти микроямочки, там кочки и так далее. Вот сейчас мы в лесу едем, корни, ну, слегка их ощущаю, да. Был бы выше профиль, то, наверное, было бы получше, помягче. Но я бы точно себе не хотел бы сюда какие-то 20-е диски, это однозначно. Только большие колеса, это вид просто на $1 000 000. Но он мягче от старого гелика, это 100% несколько раз. Все намного лучше рулится. Рулежка 100% намного лучше. То есть передок здесь просто изумительный. По задку я все-таки ощущаю, что задний мост здесь такой же остался, как и в старом гелике. Конечно же, это все лучше от старого Гелендвагена. Намного лучше, да, чтобы вы понимали. Но я сразу ощутил какую-то раскачку туда-сюда. Ну, то есть чувствуется, что сзади, ну, староватая подвеска. Но вот этих кренов, когда ты влево-вправо рулем работаешь, да, вот этого всего уже нету, как в старом гелике. Какие еще отличия, давайте я вам расскажу. Вот рулевое управление, сам руль, настолько легко крутится и аккуратно, то есть автомобиль как игрушечный. В общем, как у всех современных автомобилях, уже последних годов выпуска, там тоже очень аккуратно руль, вращение, здесь рулевая рейка стоит, уже нету того редуктора червячного, да, как в старом гелике, здесь все намного лучше, то есть ты сел и ощутил сразу
современность. По салону, ну, вы видите, это просто кайф. Здесь все очень современно, все красиво. Мерседесы в этом плане, они, конечно, самые лучшие. В общем, ребята, приехал я на замеры. Нашел дорогу чистую, где нету людей. Взял прибор Драги. Программа на телефоне. И сейчас сделаем несколько замеров. Я вам покажу, ну, наверное, два лучших. Так, ребята, заехали мы уже в бокс. Сейчас у нас будет первый этап, это установка портальных редукторов немецких. Мы их поставим аккуратно, не спеша, чтобы не сделать ошибок. Поставим колеса увеличенные, такие же, как в оригинальном 4х4 в квадрате. Посмотрим, какие у нас ошибки по приборке в компьютере вылезут. Исправим это все, я уже собрал кучу информации. Посмотрим, как колеса будут вращаться, особенно передние, потому что я думаю, что они будут везде упираться. И после этого, когда мы сделаем, то все, что я вам перечислил, мы поедем на тест-драйв. Второй этап у нас будет, это поднятие подвески. То есть лифтанем на подвеске его до нужной нам высоты, чтобы было как у оригинального 4х4. Я думаю, тоже будет много различных ошибок. Почему? Потому что здесь стоят электронные амортизаторы. То есть куча датчиков, куча проводов к ним и так далее. Уже разобрали полностью ступицу. Я хочу вам сказать, что как-то я слышал злые языки, говорили, что весь портал на 4, а то даже и на 3 болта крепится. Вот крышка портала. И если вы можете видеть, вот эти 4 болта плюс здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот эти два нижних. Вот настолько крепится весь портал. Так что, как всегда, врут. Ребята, вы посмотрите только на размер суппорта на гелике. Вот мой кулак и вот суппорт. Это просто жесть какая-то. Я вам скажу, что порталы по инструкциям, не совсем они так стоят. То есть все нужно проверять. Каждое отверстие, каждое прилегание, плоскостя и так далее. Подшипники у нас тоже made in Германия, потому что часто та страна соседняя говорит, там все китайское, на самом деле все это неправда.
мы сделали очень много различных замеров вокруг переднего суппорта, тормозного диска. Высчитали ЕТ, какое нам нужно. Диски будут 20 диаметр. Стиль точно такой же, как у 6х6, но вот там мы ставили 18, здесь будет 20, потому что меньше уже не садится на передний суппорт. Он просто колоссально огромнейший. Диски уже заказали, их изготовили, и они уже плывут к нам. Резина тоже заказана, будет агрессивная по стилю, как у 6х6. Сейчас мы поставили через переходные проставки чужие диски 22 и 37 резину. Поставили для того, чтобы поехать, потестировать, посмотреть, как он себя ведет. Потушить все ошибки, потому что нужно было подружить огромные колеса и портальные редуктора с этим умным современным автомобилем Г63. Мы все это сделали. На приборке ни одной ошибки нету. Я вам ставлю кадры, вы посмотрите. Мы уже поездили легенько, потестировали, потушили ошибки. У нас все получилось. Сделали замер до 100 км в час. Давайте посмотрим, какие у нас потери. Так, держимся. Твою мать! 60, Да ты 100. что? Сколько? 5 секунд. В общем, как вы поняли, в динамике автомобиль, можно так сказать, совершенно ничего не потерял. То есть 0,2 до сотки, но это ни о чем. Единственное, что я неправильно стартовал, это мне уже подсказали, нужно было включать межосевую блокировку, то есть заблокировать раздатку, чтобы и назад крутящий момент раздавался, и наперед. Потому что в моем случае, как я стартовал, то есть какому колесу было легче буксовать, то и буксовало. Соответственно, это получились передние колеса, то левое, то правое, и у меня по всей дороге машину виляло. Больше повторять я этого не хочу, потому что стрёмно, автомобиль чужой, еще где-то перевернуть его на дороге, ну такое себе увлечение. Честно скажу вам, без блокировки это было очень страшно. Какие у нас еще были проблемы с этой переделкой? Значит, у нас переднее колесо, ему не было куда поворачиваться ни влево, ни вправо. Потому что это Г63 обычно строят или на дизелях, или на Г500, в Америке это Г550. Там меньше радиаторов, патрубков и так далее. В нашем случае, ну и влево, и вправо везде все упиралось, что в передней, что в задней части, потому что мы установили еще и большие колеса 37-е, а вообще ставят 35-е, но это очень некрасиво, согласитесь. Я вам показывал кадры, и вы сами, наверное, заметили, что как-то ну не очень смотрится на 35-х колесах. Но мы все сделали, колеса вращаются на заниженной подвеске, то есть на стоковой. Да, лифтануть можно было, и оно бы нигде ничего не упиралось, но это неправильно. То есть на каких-то ямах все равно бы доставало до тех самых патрубков, радиаторов и так далее. В общем, у нас все получилось, много секретов я открывать не буду. А у нас следующий этап, это будут лифтованные пружины. То есть пружины немножко повыше, да, для того, чтобы нам поднять автомобиль на ту высоту, как оригинальный 4х4 в квадрате. И тоже мы будем смотреть, как это все подружить, какие ошибки вылезут, потому что электронные амортизаторы, куча проводов к ним идет и так далее. Я знаю, что могут возникнуть проблемы, но мы к ним готовы. Я думаю, что все будет хорошо, но об этом уже в следующем видео. Сейчас я хочу поблагодарить наших воинов ВСУ, потому что только благодаря им мы можем спокойно работать, потому как еще чуть больше года назад от меня боевые действия были 70 километров, сейчас они около 700 километров. В общем, слава нашим воинам, слава Украине. Пока, ребята, пишите свои комментарии, а в следующем видео мы уже покажем вам полностью готовый, и это будет очень и очень быстро.